И вот, когда мы путешествовали по Крыму 4 дня, мы собрали вот такое вот сочинение старых русских сказок, татарских сказок. Ого! И вы не поверите, друзья, среди всех вот этих сказок мы нашли сказку про нас. Богатырский наш набор стоит, как каменный забор. А теперь пора узнать, как их будем величать. Старший Игорь, его взору покоряются просторы. Покажись нам, Игорь, богатырь. Взору. Средний богатырь Сергей, полюбуйся, не робей. Младший Женька молодой, но зато он с бородой. Откровенно говоря, эти 3 богатыря жен своих красавиц верных вывозили на моря. Итак, эти вот друзья пьют уже 4 дня. И пока они кутили, ох, и дел наворотили. Выбив зубы Бармалею. Где зубы? Всем, зубы всем. Оторвав яйцо Кощею. 2 яйца. Обосрав метлу Еге, клюшкой съездив по ноге какашки, правда, вашу мать нам пришлось убирать. Что вы несешь? Это свежий. Кое-как выдавал. Это все-таки Значит, правильный ответ. Правильный ответ, друзья, сказки, конечно. Но мы же сказка уходит. Лёва, ну что, мы от небольшой своей компании, Таня, Джей, я, Настя, Саша, Нихера себе небольшой. дарим тебе не такой большой букет, но экологически чистый, ручной работы. Очень вкусный. Закуска шикарная. Зефирчик. Да. Зефирка. Спасибо. Офигенно. Так как ты у нас любишь путешествовать, мы тебе дарим массажер, который сдувается, надувается вместо подушки. Отлично. Слушайте, вы не И- поверите. Оля, извини, перебью дискурс, я подушку потеряла последний раз, блин. Мы знали об этом. Это чудо-подушка, она будет офигенно. Она тебе массажирует, когда устанешь. Да. Так я же сейчас... Слушай, это прям супер, ребята, это вот прям огонь, подарок, вообще прям в тему для меня. Эротический подарок. как ты все время ездишь часто за рулем и очень много. Для занятых путешественников. Да. Она же за рулем постоянно. Подмазаться хотел. Не говори, Опять Игорь, я мимо. 안락클라바에 왔습니다. Еще раз, вас 15 либо 14? 14 человек. Соответственно, 4 человека, желательно, чтобы это были мужчины. Вот раз мужчина, 2 мужчина. Таня, пошли. А Да, можно Таню? Татьяну обязательно берем с собой. Вот. И еще одного человека. Настя, пошли. Да, мы на ту лодку, чтобы у нас не было перегрузок. Пойдем с нами. Мы потом все будем вместе. Джей, иди. Если хотите, вы можете с нами пойти, девушка. Нет, она здесь. Она остается здесь. Ну как хочешь, потом Мы прям все встанем, прям ладно, хорошо. Отправляемся. Вот, да, давай.
бутерброд? Она просто заморозит, За тебя, солнце. Чтобы тебя больше было таких друзей, как мы. И чтобы тебя везде ждали. Ну, как бы, прохладно. Весом. Знаешь, что еще 4? Давай, Джей. Я переодену. Давай, иди. Я подержу камеру. На веревку. Давай быстрее телефон. Прыгаем. Как водичка? Холодно. Ну нормально, хорошо. Как водичка? Май. Холодно. Вот. Смотри. Это черноморская. Хорошо? А ну, да? Саш, это что же, это же окунь? Да, это все окунь. На Джей 2 огородника не брать. На 7-4. Ура! 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 За Джея. Вообще Черное море считается одним из самых глубоких морей. Максимальная глубина Черного моря 2557 метров. 2 километра. 2,5. А почему называют черным, знаете? Цвет воды бирюзовый. Нет. Секретная информация продать могу. Джей, плати. Смотрите, до 9 века нашей эры море называлось Русским морем. Оно в 9 веке получает сегодняшнее название Черное по следующей причине. В 9 веке на Черном море были проведены первые промеры глубин. Начали лоцманские карты составляться. Лоцманские карты — это наши внутренние карты пользования. Мы по ним из-за баты смотрим глубины, чтобы на мель не выскочить. Как измеряется глубина в 9 веке? Берется болванка металлическая, к концу, к канату привязывается, опускается на дно, потом замеряют длину каната. В Черном море на глубинах более 85 метров повышенная концентрация сероводорода. Из-за такой концентрации болванка окислялась и становилась черного цвета, поэтому назвали Черное море. На самом деле цвет воды бирюзовый. 1853-56 год, Крымская война, вообще она более распространенное название в Европе имеет восточное. Вообще это Крымская война. Балаклавская бухта в те времена была базой английского флота на Черном море. В Балаклавской бухте английский флот базировался. 26 ноября 1855 года к берегам Балаклавской бухты приблизилась гордость английского судостроения. Это был первый в мире винтовой пароход. Назывался он «Принц». Цель его прибытия: он был полностью загружен золотом для выплаты жалования английскому контингенту. Размеры корабля не позволили самостоятельно зайти в Балаклавскую бухту. Вы же знаете, да, в чем уникальность бухты? В том, что при входе в бухту у нас идет два поворота под 90 градусов. То есть бухта имеет природное строение латинской буквы «С».
Так вот, размеры принца не позволили зайти в бухту, он встал на якоря около бухты и ждал частичной разгрузки. Вечером разыгрался сильнейший ураганный шторм. Корабль «Принц» поднял свои якоря, попытался выйти в море, чтобы там переждать шторм. Силы парового оборудования не хватило. Его разбило о прибрежные скалы Балаклавской бухты, он затонул. Было 3 основных попытки поднять с него золото. Основная, самая серьезная, была предпринята в 1923 году совместно с Японией. Именно в те времена в Балаклавской бухте, значит, когда с вами зайдем в бухту, я вам покажу, построили здание, которое известно на весь мир. Это был первый в мире ЭПРОН, экспедиция подводных работ особого назначения. Корабль найден. Корабль лежит на рабочей глубине, 47 метров. Исследовав ту часть трюмов, в которой был свободный доступ, было найдено всего лишь 7 золотых монет. Как выяснилось позже, что золота на корабле нет. Вот далее мнения историков расходятся. Одни историки утверждают, что корабль «Принц» перед заходом в Балаклавскую бухту зашел в один из турецких портов, где был полностью золотом разгружен и загружен теплыми вещами и продуктами питания. 26 ноября, впереди наступала зима. А вот другие историки утверждают, что корабль «Принц», точнее, что англичане в те времена смогли опуститься на эту глубину, нашли корабль «Принц», и это золото подняли с этой глубины. Потому что, начиная с 1856 года, как Великобритания покинула территорию полуострова, до сегодняшних времен они не проявляют никакого интереса ни к кораблю, ни к золоту. И любая информация касательно всей этой истории носит до сих пор высший гриф секретности, или не рассказывают, что на самом деле где золото. Единственный раз, когда Великобритания проявила интерес к этому судну, это было во времена всемирно известной конференции в феврале 1945 года в Ялте. Балаклавскую бухту посещал Уинстон Черчилль. Он захотел лично присутствовать на месте гибели легендарного корабля. Я вам покажу фотографию, где Уинстон Черчилль находится в Балаклавской бухте. У нас около берегов Балаклавской бухты, там чуть-чуть. И вот они уже когда выезжали с Ялты, и он говорит: я хочу заехать в Балаклаву. И в срочном порядке менялся маршрут его движения. Они делали обеспечение, чтобы сюда завести его. Все равно, которая была под флажем. Мы после рыбалки приехали в Золотая Байка, ресторан. Золотую балку. Один протяжный шепотом. Жену обманет, это не хорошо. Кстати, хромяков ни разу не знаю. Сейчас забыла, что Как красиво тут, да? Да, очень красиво. Это виноградное поле, да? Да, виноградное поле. Такое кафе сделали, а внизу продают вино. И здесь еще вертолетная площадка есть, здесь приезжают известные люди. Да, и внизу, по-моему, тоже ресторан. Рестораны, винный магазин, экскурсии проводят. В общем, здесь прикольно. Такой ресторанчик.